лето, пока мои бабушки, дедушки были живы. Превращаюсь в американку. Пришла идея эта моему мужу после того, как он прочитал статью. Здравствуйте! Я рада приветствовать всех на моем канале. В этом году я хочу поменять цветы вот в этих горшках, которые вы видели у меня на стенке висят. Кое-что я сохраню и посажу в другое место, а кое-что оставлю в них. Так что сегодня занимаемся полезным делом. Посмотрим, что там внутри. Можно видеть, что корневая система полностью заполнила горшок. Здесь у меня изначально была посажена гвоздика. Она уже отцвела, и цветет она ровно месяц, а потом эти горшки стоят уже некрасивые. Поэтому посадим сюда цветы, которые цветут все лето. Приготовим землю для новых цветов. Итак, концентрат Seed Starting Mix. Этот концентрат сделан из кокоса. Опускаем в воду. Он очень легкий, впитывает хорошо воду, но также легко воду отдает. И при нашей жаре и, скажем так, очень низкой влажности он очень быстро высыхает, поэтому необходимо еще добавить какие-то элементы, которые будут удерживать влагу. Вот, например, кристаллы, которые набухают от воды и потом постепенно отдают эту воду корням. Они выглядят как мука, но когда они набухают, они превращаются в такие вот кристаллы, не знаю, квадратики, как сантиметровые, что ли, чуть меньше кубического сантиметра. Довольно крупные. Вермикулит я добавляю как удобрение и тоже для сохранения влаги, но он не так хорошо держит влагу, как водные кристаллы. Одного ведра мне оказалось мало, точнее оно оказалось очень маленьким, а еще нужно добавить обычную землю, и в это ведро уже не помещается, поэтому я половину перекладываю в ведро побольше и буду добавлять землю.
Я уже говорила, что просто вот эту землю, если в нее посадить, то весной это еще как-то растения приживаются. А если это делать летом, вот я все это проделываю, показываю вам в июне. Летом у нас нетипичная была жара, и в такой земле растения погибнут. Добавляю лаймстоун. Для ощелачивания почвы растения очень любят. Ну, теперь тщательно перемешиваю все. И горшки я решила, можно было их, конечно, не мыть, они не настолько грязные, но я решила помыть их, раз уж мне предоставился такой шанс. 2 года я ничего не делала с ними, там росли цветочки, а сейчас помою и посажу новые. Горшки эти я покупала на Амазоне. Белые в нашем климате это самое идеальное, потому что дождей у нас нет, а солнце очень жаркое. Чтобы не сгорели корни, лучше всего белые горшки, если они особенно маленькие. Если они у вас большие, то это не так важно, какого цвета. А если маленькие, то лучше белого цвета. Поддон тоже входил в состав этого горшка, когда я его покупала. Все, начинаю заполнять землей. В этом году у нас была нетипичная жара. Пару недель, даже в июне, было 36-35 градусов. Оно, конечно, не смертельно здесь, где мы живем, потому что у нас очень низкая влажность летом, между 20 и 30%. И уже в 5 часов вечера уже дышится легко, уже тепло и не жарко. Но днем так жарковато. Но воздух довольно сухой, поэтому вы не задыхаетесь. В тенечке, и если есть ветерок, вообще приятно даже находиться. Это вот второй горшок. Надела перчатки только потому, что вот эта садовая земля, как я уже говорила раньше в других видео, она сделана из древесины, измельченная такая древесина. И если вы работаете без перчаток, то вы можете себе занос насадить на руки. Ну, даже такие тонкие перчатки, вот как у меня, очень хорошо помогают и спасают. То, что в ведре не перемешалось, я еще стараюсь получше перемешать. Не знаю, как вы, ребята, я очень-очень люблю заниматься садом, огородом. Не в больших, конечно, масштабах. Горшки подготовлены, будем сажать цветы. И вот здесь у меня ростки герани, такой цвет оранжево-красный. Сейчас машина проедет. Говорю громко, надеюсь, звук будет лучше, но у нас ветер. Итак, они были посажены в другие горшки, вот отсюда я вытащила.
После острова, когда я приехала, воткнула их. И уже они дали корешки. Надеюсь, что они выживут. Они на острове Святой Каталины, вот эта герань в диком виде растет. Поэтому я кое-где, мы где гуляли, я собрала вот такие черешки и привезла домой. Посадим. Я люблю герань, потому что за ней не нужен особый уход. Она цветет все лето. И она у нас даже в горшках хорошо зимует. На улице, я имею в виду. Верхняя часть отмирает, а корешки остаются живыми. И ей не нужен частый полив. И это тоже очень хорошо. Вот посмотрим, как ей понравится на новом месте. Надеюсь, понравится. Так, один готов. Сюда я буду сажать калибрахуа. Тоже мне нравится это растение. Оно не требует частого полива. Оно даже предпочитает слегка такую, сверху, по крайней мере, подсохший слой. Когда я ее поливаю, на следующий день она перестает цвести. И вот сюда я посажу розовую и сиреневую. Все вот эти росточки я прищипнула. У меня есть эти цветы в вазах. Ну, не в вазах, а в горшках. Я их просто прищипнула и посадим. Она хорошо приживается. Вот это точно такой же в прошлом году я прищипнула и посадила. Сюда я посажу тоже калибрахуа, но такой красно-оранжевый цвет. Мне тоже он очень нравится. Я не знаю, цветочки надо удалять перед тем, как вы сажаете или нет. Подскажите, пожалуйста, кто специалист в этих делах? Я садовод-любитель. Всю жизнь я прожила в городе, хотя родилась я в деревне. Но когда мне было 1 год, мои родители переехали в город. И в деревню мы ездили только летом, каждое лето, пока мои бабушки и дедушки были живы. И последний раз я там была, в деревне, мне был уже, наверное, было 22 или 21 год. А так вот, каждое лето мы проводили все лето в деревне. Но я там ничего не сажала в деревне. Мы только ягоды собирали поесть. Или помогали бабушкам там пропалывать немножко огород. И вся работа наша была. Так, готово. Помните, в одном из видео я подобрала на фронт-ярде, на переднем дворе,
Росточек такой маленький, я вам еще сказала, похоже на виолу. Вот этот цветок. Это действительно такая мелкая виолка. Я ее посажу вот сюда, она тоже у меня в другом месте сидела, проросла хорошо, прижилась. Посажу в этот горшок. И здесь же у меня сидит, как называется, настурция. Сюда больше ничего сажать не буду, потому что обычно у этой виолы очень разрастается корневая система, и потом такой пышный-пышный куст из цветов. Посажу сюда и будем наблюдать. Так, на этом, наверное, все. Посадками пока заниматься больше не будем. Сейчас я все это размещу туда, где это должно быть, и вам покажу. Так, следующий. Внизу у меня калибрахуа, потому что она такая стелющаяся, а сверху будет герань. Вдвоем, конечно, легче делать, но муж занят на работе. Я справляюсь сама. Совсем с чем только могу. Превращаюсь в американку. Американские женщины такие. Все, что можно, делают сами. Так. Немножко мне не нравится. Сильнее открыть. Ладно, это, наверное, максимум. Ух. Видите, с этой стороны на горшке еще такая деталь есть. И вы можете регулировать, чтобы горшок не провисал, а более устойчивое было состояние. Так, ну вот. Так, вот этот мне только не очень нравится. Но это ладно, муж придет, мне немножко поможет. Теперь поливаем.
В этих горшках есть дренажные отверстия вот здесь снизу, и излишки воды выходят. Вот эту крупную ромашку, она заканчивает цветение, я соберу семена и пересажу ее из этого горшка на driveway. Это driveway называют такая, ну, как сказать, подъезд к гаражу, что ли, в Америке называют. Так, все. Полезное дело сделали, теперь пойдем работать на компьютере. Кстати, хочу похвастаться. Помните, я в одном из видео рассказывала про Shutterstock. Приглашала вас по моей рекомендации, если вам интересно заработок в интернете, продавая фотографии. В одном из видео рассказывала, так вот, ровно 3 дня назад у меня купили фотографию за $6.28. Это для меня такое большое достижение. Хочу вот с вами поделиться. Обычно фотографии у меня покупают стоимостью меньше $1. Разные там цены. Самые распространенные 10 центов. Потом вот 42 или 48, 60 с чем-то центов. Вот. Кому интересно, я ссылки оставлю внизу. И вот сюда прикреплю в правый верхний уголок ссылку на то видео, где я рассказываю про заработок на Shutterstock. Вы можете видеть, у нас появились большие белые вазоны. И у меня тоже была куплена с огромной скидкой герань такого яркого темно-красного цвета. Я ее специально купила, она не в очень таком хорошем состоянии была, знаете, такой кондиции, чтобы ее продавать по той цене, по которой она изначально шла. Но она была такой большой кустик, я взяла специально, чтобы разделить на части и посадить вот в эти вазоны. Потому что в этих вазонах у нас обычные травы для кухни. Пришла идея эта моему мужу после того, как он прочитал статью, что вот эти все травы отпугивают комаров. Мы вечером очень любим с моим мужем сидеть тут, бокальчик вина или пива, потому что не жарко, тепло, комфортно, легкий ветерок, у нас красивый вид там на дорогу. Мы потому что на возвышении живем, и на долину небольшой такой вид открывается. Правда, зимой он лучше, летом деревья, много листьев перекрывают, но все-таки можно что-то посмотреть. Вот. И я просто сейчас воткну эту герань вокруг. Если она будет цвести, то будет красивенько. Она должна цвести, ребятушки, должна. По периметру я повтыкаю ее. Вот такая красота. А сейчас покажу вам, что у нас тут растет. Вот в одном из горшков у нас, видите, базилик обычный, сладкий базилик. А вот здесь тайский базилик. Лимонный тимьян. Вот это у нас кемомил, ромашка. Так, идем к другому. Вот это мята. Тоже базилик, тоже лимонный тимьян. Так, а вот это тоже вот этот тайский базилик.
Так, у меня где-то была шоколадная мята. А вот в этом, вот она, шоколадная мята. Смотрите. Видели такую? Chocolate Mint. Она действительно мята с привкусом шоколада. Базилик, chamomile, ромашечка. Помните, мы с вами вместе сажали Herb Garden? Хочу вам вот показать Sweet Marjoram. Кому интересно. И он очень не любит, когда его много поливают. Ему нравится более такое засушливое все. Так. Сюда я еще посадила кинзу. Это у меня укропчик зашел. Знаете, когда к нам приезжают гости, они всегда удивляются, что у нас по нашей деревне ходят свободно олени. Не только маленькие олени, которых называют дир, но они очень похожи на косуль. Ну и вот такие большие благородные олени с огромными рогами. В основном это мальчики-олени. Девочки и детеныши, они находятся выше в горах, они вниз в долину не спускаются. А вот эти товарищи внизу. Иногда их около 10 штук, даже вместе они ходят, иногда раздельно. Здесь вот он один объедает деревья. Поэтому деревья, если хотите сохранить, их нужно защищать. А на этих кадрах я хочу вам показать, у нас частенько в нашей деревне проходят ярмарки всевозможные. Там и праздник, и торговля, и развлечения, и еда, все что угодно. Машин уже огромное количество. Мы приехали еще до начала. И посмотрите, сколько уже на парковке стоит машин. И вот здесь я поймала тоже удачный момент. Люди в костюмах фотографируются. Именно эта ярмарка была эпохи Возрождения или Средневековья, поэтому они все вот так интересно одеты. Позже там были бои на мечах, ремесла различные. И вот здесь даже видно веретено. Я подошла к женщине, которая работала на одном из этих веретен, и она показала, как она придет пряжу. Очень-очень интересно. Это такое развлечение гостей на открытом воздухе путем воссоздания исторической обстановки. Очень многие люди содержат как домашних животных лошадей. Они на них катаются. Это не рабочие лошади. В нашей деревне вот такие почтовые ящики. Без замков. Мы с мужем ездили в Бейкерсфилд, и там я увидела вот такую необычную машину. Это пикап-трак Tesla. Внешне, конечно, она мне напоминает гроб на колесиках, но внутри, ребята, она очень комфортная и очень вместительная. Возможно, это форма машин будущего. Вот специально для вас снимаю, рассмотрите эту машину. И я думаю, что этот парень на машине, он приехал как раз из нашей деревни, потому что такую же, я не сравнивала номера, но именно такую же машину я видела даже в нашей деревне. Кто-то приобрел такой пикап-трак. Необычная очень форма, отличается и привлекает внимание. Как инопланетянин. А здесь я специально для вас сняла немножко дорогу из Бейкерсфилда в наш городок Техачепи, в нашу деревню. И чтобы вы посмотрели вот наши горы. И, кстати говоря, тоже интересное можно встретить на наших дорогах. Кто-то перевозил частный самолет.
у нас в деревне, да, есть любители, так скажем, летать на таких маленьких самолетах. И любой человек, стоит это очень недорого, если хочет полетать на таком маленьком самолете, вы просто обращаетесь в клуб любителей вот этих самолетов, оплачиваете, и они вас возьмут, поднимут в небо, полетаете над нашими горами. Кстати, этот трак ехал так быстро, я была удивлена. Еще спросила мужа, почему он едет так быстро. А муж говорит, ну, самолет очень легкий, поэтому никаких проблем. А здесь интересная тоже получилась картина. Вот эти 3 товарища были на моем участке, сидели в тенечке, потом отдохнули и пошли дальше. Я решила последовать за ними попозже и увидела их очень-очень близко у дороги на другом участке. А это наше озеро Каб-Лейк, и там много диких уточек. Это же наше озеро Каб-Лейк, и люди вечером и утром выгуливают своих собак. Кролик этот не домашний, дикий. Но он почему-то меня не боится. Может, он еще не понял, что я тут рядышком иду. Я буквально в 3 метрах от него. Вот идем вдвоем. А здесь вечером я решила вам заснять, как у нас садится солнце, и обратите внимание на знак.